Год назад мы делали большое видео о стоимости жизни в Польше на примере столицы, Варшавы. Но время прошло, и сейчас наша семья переехала во Вроцлав. Новое жилье, детский сад, все новое. И давайте посмотрим, что изменилось, и детально оценим актуальную стоимость жизни во Вроцлаве. Жилье, сады, продукты питания, кофе, еда в заведениях, расходы на автомобиль. Ногтики, волосики, бровки, реснички для девчоночек тоже посчитаем. Все, на что уходят деньги. И прикинем, сколько этих денег нужно, чтобы комфортно чувствовать себя в Польше, семье из 4 человек. И вдобавок обязательно расскажем про полезные сервисы, которые реально помогают сэкономить. А то, если честно, в последнее время настроение частенько бывает вот такое. Да, Настя пошла с детьми в магазин за безделушками, потому что пятница, садик, хорошая неделя, хорошо себя вели. А я тут остался в машине оплатить все счета. Оплатил жилье, оплатил сад и оплатил питание в саду. Офигеть. Офигеть, это каждый месяц. Но сейчас еще нужно ехать заправить машину и закупиться продуктами на всю неделю. И купить еще детям зимнюю обувь и осенние куртки и заказать термобелье. Да здравствует взрослая жизнь. Да ладно, давайте все подробно по порядку посчитаем, а в конце подобьем бюджет. Вы, главное, до конца досмотрите, там, где будем бюджет подбивать. Это прекрасно просто. Прекрасно. Мы семья родом из Белоруссии. Уже в общей сложности 3 года живем в Польше, переехали из Варшавы во Вроцлав 3 месяца назад. Про наш переезд, обзор района Беляны Вроцлавские и новой квартиры у нас уже вышло 2 видео. Очень позитивные, классные видео, кстати, рекомендуем к просмотру. Мы рассказывали, что найти жилье нам помогал наш друг Илья. Это лучший агент недвижимости во Вроцлаве и заодно еще очень хороший человек. Наше жилье вместе с чиншем обходится нам 4950 злотых в месяц. Сейчас мы с Ильей смотрим недвижимость во Вроцлаве, изучаем цены и заодно снимаем вам контент про недвижку. Идем дальше. Детский сад. Мы отдали наших девочек в частный детский сад Пестка по системе Монтессори. Он находится в Забродзе, возле Вроцлавских Белян и района Клецина. Или Клецина. Как правильно, поправьте меня. Мы очень довольны детским садом, их подходом, отношению к детям, администрацией и преподавателями. Кстати, даже успели сдружиться с хозяйкой садика, и я думаю, что как-нибудь запишем с ней интервью про польское образование. Думаю, она может рассказать очень много интересного. Садик стоит 2000 злотых в месяц за ребенка. Но это без питания. Питание оплачивается отдельно кейтерингу, который работает с садиком по договору. Это еще 625 злотых за ребенка в месяц. Дополнительные занятия. Что тут сказать. Мы отдали наших детей на плавание, потому что они это дело любят. И в целом это общеразвивающая полезная штука. Обходится оно за двоих 480 злотых в месяц. Одна наша девочка Лианушка очень сильно любит лошадей и просто души в них не чает. Она мечтала и все время говорила про катание на лошадках и так далее. В общем, нашли мы такое место, решили попробовать и отдали ее на занятия. Это стоит 200 злотых в месяц. Дополнительно еще в саду наши обе девочки ходят на шахматы по собственному желанию попробовать, так что это обошлось 180 злотых в месяц на двоих. А вторая девочка Тея решила пойти в модельное агентство, тоже по собственному желанию, потому что дочка наших друзей ходит, она услышала, захотела, и в принципе ее к этому всему тянет. Это стоит 400 злотых в месяц.
Ну и так как сейчас уже похолодало и на великах уже особо не покатаешься, мы нашли себе активность, наш любимый бадминтон. Как-то мы давным-давно в Азии жили по соседству с кандидатом в мастера спорта по бадминтону, он нас подсадил на эту штуку, и нам нравится иногда сходить побегать. Каким бы забавным и легким ни казался этот вид спорта, на самом деле бадминтон — это один из самых энергозатратных видов спорта, и если в него нормально упарываться и заниматься, то похлеще любого тенниса или сквоша. Итого, дополнительные занятия становятся в общую сумму в 1440 злотых в месяц. Ладно, давайте передохнем и поедем бахнем кофейку куда-нибудь в кафешечку. Хотя кофе нынче в Польше не дешевое удовольствие. А сейчас, ребята, никаких шуточек. Сейчас будет реальная хоррор-история про цены на кофе и круассаны. Это вообще какой-то ужастик. Мне кажется, Хичкок мечтал бы о таком сюжете. Такое у нас тут модное место находится, очень аутентичное. Это пекарня с кофейней. Круассан масляный. 12 злотых. К слову, мы кофе уже очень давно не пьем активно, иногда, очень-очень редко и в качестве вкусняшки. А те, кто за нами следит, знает, что мы любим пить наш пуэр-чай. Это такой китайский чай проливами. Но иногда мы, если едем в кафе, то мы выбираем матчу. Ладно, пойдемте гулять и посмотрим, какие там цены в заведениях Вроцлава. Решили найти вкусную, красивую матчу. Давно не ходили, кроме Старбакса, никуда, поэтому решили найти классное место. И вот Настя что-то в Инстаграме нашла, оказывается, открыл его белорус, поэтому пойдем посмотрим еще. Настя туда хочет, потому что там... Что там? Concept store. Concept store. Итак, смотрим цены в этом заведении. 17 злотых за капучино, латте стоит 20 и 25, я так понял, в зависимости от размера. Наша любимая матча в большом варианте здесь стоит 26 злотых. Это, конечно, не дешево, но по сути здесь и банка-то огромная, поэтому это то, что нам надо, чтобы обойти весь центр Вроцлава на бодрячке. Десерты по 22, что-то стоит 25 злотых. Закуски примерно по тем же ценам. К слову, матчу далеко не везде хорошо готовят. В этом месте нам очень понравилось, как сделали, потому что здесь хороший премиальный порошок матча, хорошо перемешали без комочков, нам понравилось. Да, я понимаю, с такими ценами далеко не всем хочется ходить по кофейням, и не все могут себе позволить. Конкретно в нашем случае это еще оправдано, потому что это часть нашей работы. Мы придем, попьем кофе, и чем оно более красивое, чем более эстетично выглядит, для нас лучше, потому что мы это снимаем и продаем на стоках, как мы уже неоднократно рассказывали. То есть для нас это реально часть работы. Мы 10 лет ходим по заведениям, все, что мы заказываем, снимаем, все, что мы снимаем, загружаем, продаем, и вот использую в Ютубе. Всегда нужны хорошие, красивые кадры. Вот, кстати, например, как можно продать кадры из кофейни. И, кстати, вот некоторые из них даже я в Coffee Nero в Польше снимал на телефон, и они тоже продавались. Вот. Но в основном мы снимаем на рабочую камеру, и вот за такие суммы можно с этого продать. Поэтому, по сути, плюс-минус кофе окупается. Ты получаешь удовольствие, сходив в заведение, ну и еще даже более чем окупается. Иногда бывают очень жирные продажи. Вот. Подробно, кстати, об этом я делал видео про нашу работу в таком секретном видео по закрытой ссылке для наших подписчиков. Ссылочка на видео будет в описании. Вот. Но в целом я понимаю людей с такими ценами, блин, не хочется, и не всем может ходить по кофейням, по заведениям, потому что, ну, капец, цены просто какие-то уже... Иногда проще пойти в Жабку, взять кофеек и бахнуть на ход ноги. Так вот как-то вот и проще, и дешевле. Вы думали, мы забыли про круассаны за 12 злотых? Вы думали, мы так это оставили? Круассан за $3,5 в Польше? Серьезно? Кто из вас живет в Европе, может быть, или кто-то недавно был, путешествовал? Сколько стоит в Италии или во Франции круассан? Блин, по-моему, я видел рилсы, что примерно такие ценники на круассан в Нью-Йорке. Я, может быть, ошибаюсь, напишите. Но $3,5 за круассан? Серьезно? А?
No wiem. Kiedy coś mi się nie podoba, to mam wypierdalać polskie. No, wiem oczywiście. Dobra. Воздушной походкой выходим из пекарни, грациозно заворачиваем в первую попавшуюся бедронку за угол и находим круассан за злотый 70. Из пекарни, из бедронки. 12 злотых 70. Круассан за 12 злотых. 1,7 злотых. Разница лишь в размере. Ну, просто можно взять 2 из бедронки. По вкусу одно и то же. 1 за 12 или 2 за 4, даже меньше. Ребята, я все уже 6-е сутки подряд монтирую вам это видео. Подпишитесь. Че? Потом отпишитесь, если не понравится. Ну, подпишитесь, короче. Ладно, давайте дальше. Ну что, отправляемся в магазин и соберем нашу стандартную продуктовую корзину. И вообще-то она отличается у всех по-своему, поэтому я сниму параллельно самый базово востребованный список продуктов, которые обычно покупают люди, и покажу, что покупаем мы и сколько обошлось это нам. Хлеб собственной выпечки в магазине Lidl. 3 злотых 85. Нашел такую большую упаковку сыра, 5 евро, почти 6 евро за 800 грамм. Стандартное молоко стоит 3 злотых 39. Сливочное масло 8 злотых за 200 грамм. Десяток яиц стоит в районе 12-13 злотых. Кстати, рядом лежали био-эко яйца по той же цене, но тут уже 8 штук. Филе курицы стоит 47 злотых за килограмм. Ножки куриные, они стоят 20 злотых за килограмм. Килограмм говядины стоит аж 44 злотых. Недешево так. Упаковка из свиных стейков 560 грамм стоит вот почти 17 злотых. Ну и лосось заодно снял, он стоит 47 злотых за 500 грамм. Какая-то упаковка сосисок по 12 злотых стоит за 700 грамм. Ребят, тут не знаю, что это такое, с шинкой вообще давно дел не имел, поэтому вот такие цены, если что, там сами посчитайте. Сори. Сахар стоит почти 3 злотых за килограмм. Подсолнечное масло 8 злотых. Килограмм овсянки, кстати, это один из наших любимых продуктов, вот почти 6 злотых. Пшеничная мука сорта люкс, я так понял, стоит почти 2 злотых. Обычная картошка не фасованная 4 злотых. Рядом тоже на развес лук тоже 4 злотых. И морковь тоже 4 злотых из польского фермерства. Так, сейчас посмотрим, почем тут базовые фрукты. Бананы 7 злотых за килограмм. Там вот выше, видите, лежат био, они на 2 злотых дороже. Очень большой выбор польских яблок разных сортов. Они плюс-минус одинаковы на вкус. 6 злотых за килограмм. Молотый кофе я посчитал тот, который слева, вот за 20 злотых. Ну и Нескафе заодно посчитал 37 злотых вот за банку. Пока я снимал для вас базовый набор, Настя ходила и параллельно выбирала нам нашу корзину. Мы преимущественно берем биопродукты по возможности, не всегда. Конечно, можем взять и обычные, и не вертим носом, но стараемся, особенно для детей, брать био, потому что мы верим в то, что все равно они тоже, скорее всего, пропитаны химией и пестицидами, но, возможно, из-за каких-то европейских ГОСТов, норм, они все равно более здоровые. Много зелени, квашеная капуста, ну и всякие любимые закуски у нас из хумуса, тофу. Из молочки у нас вот такие любимые кефиры, кокосовые йогурты. Ну и база для готовки у нас это вот такая биопаста томатная. На самом деле, да, можно сказать, что наши продукты био, и они немного дороже, действительно, но в то же время мы не берем огромное количество продуктов, на которые люди тратят кучу денег. Мы не покупаем алкоголь, табак, мы не покупаем дорогущую говядину, у нас нет морепродуктов, поэтому, я думаю, плюс-минус то на то и выходит. А знаете, откровенно говоря, порой смотришь на всю эту жизнь, суету, на эти цены. Хочется прийти в магазин, взять так литрушечку, залить кабину основательно, чтобы забыться. А потом смотришь на эту цену и думаешь, да ну нафиг. Короче, жизнь, боль.
И вот так выглядит наша стандартная закупочка, которая не является основной, это просто вот как расходники. 278 злотых. Блин. Так, ну вот такая вот скромненькая наша сумочка потянула у нас на 280 злотых. Приблизительно $70. Но этого хватит, я думаю, что... Ну, не на неделю, но на дня 4. 4, максимум 5 дней. И то, это надо понимать, здесь нет картошки, нет морковки, нет базовых овощей. И бобовых. Ни бобовых, ни круп, ничего такого нет вообще. Это просто самые быстрые расходники. Вот 2 раза в неделю чисто зелень, фрукты, овощи. Ну, хлеб мы берем вообще не часто. Не знаю, раза 2-3 в месяц берем хлеб. Не чаще. Ну и все. Вот и все. И общая цена на нашу корзину еще такая, благодаря тому, что юзаем вот это приложение Lidl. Кстати, советуем всем, потому что реально очень часто хорошие всякие купоны, акции. И очень часто эти акции только при наличии аппликации. Короче, вот. В октябре сэкономили 28 злотых. Да вам, блин, не шуточки, понятно? 28 злотых. А шо? Копеечка, рубль берешь, копеечка, рубль берешь. А что вы хотели? Ну, Смотри, я тебе нашла подарок. Смотри, тоже на штативе. Какая разница, что? Главное, на штативе. Тебе нравится все, что на штативе? Как оператору, и видеомонтажеру, и видео... Человек, который экранит видео. друзья, для всех, кто собирается переезжать в Польшу или уже переехал в Польшу и живет здесь, мы ведем телеграм-канал. И в закрепленном посте стараемся собирать максимально полезную информацию для жизни, переезда, какие-то плюшки, скидки. Все, что пропускаем через свой личный опыт. У нас уже там контакты очень классных риэлторов по поиску жилья и недвижимости для покупки, аренды. Это контакты наших личных друзей, с которыми мы сами лично контактировали, пользовались услугами, общаемся как с друзьями. Также там есть ссылочка на страхование авто, крутой агрегатор. Уже, кстати, человек 15, наверное, из нашего телеграма, я так понял, воспользовались, потому что ссылка реферальная, я вижу, что люди переходят. Я сам уже 2 страховки там купил. Там стоматологическая клиника, которую мы рекомендуем, где лечились. Там есть домики для аренды со скидками, кстати, с промокодом на скидки. Дома для отдыха по Польше, вот эти такие вакацийные домки, очень крутые для перезагрузки. Короче, много пользы в телеграм-канале. И плюс общение, нас там просто много. Мы там записываем кружочки, окошки, какие-то посты, места делимся. Если нужно, какие-то вопросы можете задать, там можно пообщаться между собой, с нами, если на нас нужно каким-то образом выйти для чего-то. Короче, ссылка на наш телеграм-канал в описании. Приходите. Блин, чтобы вы понимали, ровно на следующий день после съемок вот этих закупок мы все равно по дороге домой вынуждены заехать в Бедронку, потому что закончились ягоды, закончились какие-то фрукты, какие-то овощи уже закончились. Потому что 4 человека, 4 рта. И на следующий же день вот опять идем на маленький закуп. Сейчас просто покажу, вот, чтобы вы понимали. Вот, зашли, Настя тут уже спокойненько. Что ты уже тут набрала, покажи. Ягоды уже понадобились, что-то из того, что вчера не взяли. Вот, замороженные ягоды для смузи. То есть, это вот буквально на следующий день после вчерашних закупов. Вот, в Бедронке тут сюда лежит что-то все на уцененке. Много всего, кстати. О, появились. Уже сезон пошел. Вот авокадо, кстати, упаковка такая же, как в Лидле. Бедронки всегда дешевле. Я смотрю, не выглядят. Вот, тоже вчера взяли, сегодня съели уже, прям утром. Вот тут можно выцепить какие-нибудь здоровые баллоны для стирки, но мы берем все равно, стараемся какой-то там другой брать, более эко. Вот, ну вот такие вот. Все, завалы, разбирай, выбирай, что хочу. Красота! Сегодня 192 злотых. Отлично, а? Вообще кайф. И это сегодня вторник, вчера понедельник был. И я что-то не уверен, что это последний поход в магазин на этой неделе.
Вообще ни разу не уверен. Короче, классно. Еще развлекаемся как можем. И да, аппликация тут тоже есть. Видите, Настя мучается, хочет забрать бесплатную игрушку для детей. Это какое-то определенное количество баллов и дают плюшака для детей. Все возьмем до последнего. Все возьмем, все свое, все возьмем. Информация для девчонок. Цены на бьюти-услуги во Вроцлаве. Маникюр и педикюр с покрытием в среднем стоят 300 злотых. Стрижка от 150 до 180 злотых. Сложное актуальное окрашивание от 800 до 1000 злотых. И касательно моей любимой услуги, которая задает настроение всему лицу – брови и ресницы. Сразу по приезду мне посоветовали замечательную мастерицу по бровям и ресницам Ангелину. Вот ее ценники на услуги. Брови, ресницы, все ритуалы с ними, окрашивание, коррекция, ламинирование и так далее. Уже несколько раз у нее была и очень довольна. Теперь рекомендую и вам. Забавно получилось, что потом мы ее еще и встретили, когда у нашего модельного агентства был день профессиональной фотосессии. Эта встреча говорит сама за себя и подтверждает ее профессионализм. В общем, девчонки, советую. Так, и обязательная рубрика, без которой бы этого видео не могло существовать. Сколько стоят строительные миксеры? Я думаю, это волнует всех вас. Волнует ведь? А? Это знак. Шутка. Что касается топлива и цены на топливо. Вот столько стоит дизель, вот столько стоит 95-й. Наш Volkswagen Tiguan Allspace кушает 95-й бензин. И как-то так сложилось за последнее время, что я заправляюсь примерно одним разом на 300 злотых, и этого хватает мне плюс-минус на 2 недели. Ну вот уже второй раз на 300 злотых в месяц. Примерно 2 раза по 300 получается, да. Еще из дополнительного расходы на автомобиль. Вот как раз переехали, нужно было менять фильтра, масла. Повезло, что вовремя объявились наши подписчики со своим автосервисом во Вроцлаве. Боже, как это было чертовски комфортно. Еще оказалось возле наших Белян. Тут они недалеко в Кобежицах расположены. За работу фильтр масла 220 злотых я потратил. Плюс круто встретились, пообщались. Было очень приятно. Всем советую этот автосервис. И это не реклама, это чисто вот от себя рекомендация, потому что все круто сделали, надежно, ценники адекватные. Сейчас еще сезон, все переобуваются. Я позвонил Наташе, говорю, давайте сделаем для наших подписчиков промокод со скидкой, почему бы и нет. Мы всегда пытаемся договориться о скидках для подписчиков, это всегда работает, классно. Короче, забирайте промокод «Приют». На шиномонтаж будет 10% скидки и на все остальные услуги 5% скидки. Еще к расходам можно причислить страховку на машину ежегодную. Здесь закон в Польше такой, что если машина не застрахована хоть один день, сразу штраф, это видно в системе. С этим лучше не шутить, люди реально попадали на большие штрафы, если забывали страховать. И вот мне повезло, что я нашел крутой агрегатор. Там реально уже второй год нахожу страховку по значительно ниже ценам, чем вот это предлагают вот эти островки со страховыми. Страховочки рабочие, все в порядке. Короче, очень рекомендую этот агрегатор. Ссылка на него тоже в телеграм-канале, в закреп-посте. Все собираем полезное для вас там. Зашли семьей из 4 человек в кафе перекусить на обед. Одно горячее блюдо для меня, одна средняя пицца на 2 детей, одна средняя пицца для Насти и небольшой десерт в виде блинчиков обошелся в 140 злотых. И это вообще без напитков. В целом можно сказать, что примерно такая же сумма у нас всегда при походе в заведение на 4 человек. Так, что касается покупок всяких шмоток, обуви, курток, одежды для детей, это все мы давно перестали делать в физических магазинах, потому что в Польше очень круто развита онлайн-торговля, тоже не раз об этом рассказывали. Лично мы активно пользуемся такими сайтами, как Zalando, Zalando Lounge, и последнее время вот облюбовали Modiva Club. Действительно рабочая и полезная тема, потому что когда много детей, вот очень много всяких скидок постоянно, и самая крутая тема, что если купить у них карту Gold, то за каждую транзакцию онлайн
онлайн и офлайн, вы получаете 10% кэшбэка. И у нас таким образом уже набежало под 500 злотых кэшбэка, что по сути звучит неплохо, согласитесь. Также в этот клуб Мадива входит огромное количество магазинов с обувью и обуви, CCC, Half Price. Да, это не самые топовые магазы, но по факту, если в них порыться и потратить на это немножечко времени, там всегда можно найти хорошие, брендовые, качественные вещи. А если речь идет о детских вещах, из которых они через полгода вырастают, то и подавно. Плюс скидки, плюс кэшбэки, все выходит достаточно неплохо. Короче, список всех наших сервисов мы опубликовали в нашем телеграм-канале. Приходите туда. В одном из последних постов найдете все ссылочки. А также мы недавно сами узнали о сервисе, который собирает кэшбэк со всех практически покупок. Мы еще, кстати, его не зарегистрировали себе, но почитали отзывы где-то в какой-то соцсети, у кого-то увидели. Вот ретранслируем вам. Возможно, будет полезно. На этот сервис тоже ссылочку найдете в посте в нашем телеграм-канале. Ну ладно, настал момент истины. Без боли и сожаления нам предстоит с вами посчитать бюджет. Я разделил все на разделы, и первый — это основные траты. Сначала по разделам, потом суммируем. Жилье, садик с питанием, дополнительные занятия — это кружки, секции и минимальный спорт для себя. Ну, у нормальных людей еще, конечно, в основных тратах обязательно будет строительный миксер, но мы люди простые, не такие богатые, поэтому мы его не считаем. Основные траты у нас выходят 11 640 злотых, что составляет 2723 евро. Продукты питания. Мы подробно показали вам нашу корзину. Так вот, 4 раза по 400 я посчитал. И плюс добавил основу. Это бобовые, всякие молоко, крупы, овощи для готовки. Ну, такая фундаментальная составляющая для того, чтобы готовить дома еду. Итого это 2100 злотых или 490 евро. Следующий раздел — это дополнительные траты. Я сюда добавил топливо, хотя, по сути, оно где-то в основных должно быть, но неважно. Салон красоты посчитал просто по минимуму. И то только для себя, без учета жены. Шутка. Короче, девушки, знаете, да, как это все дорого, но я посчитал вот так по минимуму, пускай будет так. Посчитал минимум 2 похода в кафе с семьей, исходя из наших ценников, ну и добавил там 20 злотых условно на какие-нибудь напитки или картошку фри. Посчитал всего одно свидание в кофейне на двоих в месяц. Хотя это ненормально один раз выбираться куда-то вдвоем, надо чаще, но если смотреть правде в глаза, то у кого есть еще больше времени и возможностей по будням где-то там тусоваться вдвоем, когда есть дети. Пускай будет один раз. Добавил перекусы всякие, снеки, пиво, ну в нашем случае безалкогольное, вкусняшки детям, какие-то лоллипопы, иногда все это тоже нужно. Оставил на это тоже по минимуму 100 злотых, это 23 евро. Добавил также развлечения и дополнительные расходы, типа какие-нибудь музеи, или мы часто сейчас выезжаем во Вроцлаве в горы, входы в национальные парки, всегда за это нужно где-то там доплатить, может быть парковка, тоже супер по минимуму, 200 злотых добавил, хотя я думаю, что больше будет выходить. Короче, в итоге дополнительные траты выходят в 1785 злотых, это 417 евро. И надо отметить, что это без учета одежды, резины на машину, ТО машины тоже сюда не всчитывал в общие траты. Это без бытовой химии, стиральных порошков, средств для мытья, душ-гелей и всего вот этого. И множество мелких трат, у которых у нас у всех куча, и их сложно учесть. Даже и не вспомнить все сходу. И, кстати, если что-то забыл, то обязательно напишите в комментариях. И посчитав общую сумму затрат, получается 15 525 злотых, что равно 3631 евро. Вот такая вот история. Много это или мало? Напишите тоже свое мнение обязательно в комментариях. Я, если честно, не знаю, что думать, сколько надо зарабатывать, чтобы покупать себе жилье, чтобы планировать поменять автомобиль, чтобы отдыхать еще 2 раза в год где-нибудь с семьей, понятия не имею. Ну, вот такая вот наша иммигрантская доля. Платить огромные деньги за аренду, и мы это делаем уже с 2013 года, как уехали из Белоруссии, жили в Азии, сейчас в Польше и так далее. Но по факту это наш личный выбор, никто нас палками никуда не гнал. Ну, вот мы как-то в этом живем, стараемся чувствовать себя счастливыми. Вроде получается, потому что не в деньгах счастье, хотя без них тоже никакого счастья не будет. Это мое мнение, и с радостью выслушаю ваше.
что, пишите в комментариях, дорого, дешево, у вас дешевле, где живете, какие цены, как вообще бюджет. Напишите что-нибудь в комментах, если нечего написать, то напишите тогда пожелание Насте. Неожиданный поворот. Мы как раз вот из магазина, потому что... Пока. Увидимся в новых видео.